Друзья, рада всех приветствовать на заседании нашего светского клуба. Традиционно начну с анонса. В первой части видео речь пойдет о вышивке. Я поделюсь с вами своими достижениями за прошедшие 2 недели. В работе были рождественский сюжет «Санта с ангелочками» и розгами для неслухов, и большая многоцветная картина «Базарный день». Затем, не отрываясь от своего любимого занятия, мы вновь отправимся в путешествие по страницам истории, где нас ждут знаменитые загадки глубокой древности. За 3 десятилетия до новой эры в Римской империи из официального пантеона богов неожиданно выдвинулся один, далеко не самый приметный и могущественный. Аполлон, бог солнца и света, покровитель поэтов и музыкантов, предсказатель будущего, бог-врачеватель, покровитель переселенцев, сохранил прежнее имя, с каким и прибыл извне. Классический образ юного красавца, покровителя изящных искусств, прочно вошел в наше сознание. А каким был первоначальный облик божества? Это бог, связанный с небом и солнцем. Стрелы его – жаркие лучи, которыми он губит посевы. Одновременно Аполлон – пастух и земледелец, которому приносят в жертву первые ростки различных растений. Так почему бы не сравнить его с тем, с кем на славянской почве связана идея неба, солнца, плодородия и ритуальных костров в день летнего солнцестояния, со славянским Купалой? Может быть, напрасно мы принимаем Купалу за простую куклу, которую хоронят каждый год. Итак, друзья, как вы поняли, нашим сегодняшним гостем во второй части видео будет один из наиболее почитаемых античных богов – бог Аполлон. А сейчас вышивка. И начну я с рождественского сюжета. В прошлом видео эта работа выглядела вот так. А затем появился еще один ангелочек с розовыми крылышками и коробкой, похожей на ковчег. Еще один в зеленоватом одеянии, кремового цвета крылышками и с незаконченным кукольным домиком. Далее Бэкстич обозначил оперение и все детали фрагмента. Оп, и добавились еще 2 ангелочка. У одного ваза с яблоками, у другого сверху хвойная гирлянда. Теперь Бэкстич вдохнул в них жизнь. А также здесь появился заключительный на данном процессе ангелочек с большой куклой. Осталось проложить Бэкстич и закончить фон. И тадам! Готово! Вот они, голубчики. Красавчики-блондинчики, шатенчики, с сапфировыми крылышками, с изумрудными, кремовыми, в одеяниях, напоминающих радужные разводы. И все это на небесно-лунном фоне. Ось такие ангулята. Размер схемы, друзья, 169 на 111 стежков. Вышивала я крестом, полукрестом. 1/4 креста использовалась в данной работе и бэкстич. Цвета бэка должны были быть разными, но я использовала только один 938 номер. Вот так решила, так мне больше понравилось. Хорошо, пускай у нас разные вкусы. Да, я вижу мир иначе, чем вы. Ну что из того? Вот так, друзья, за прошедшие 2 недели эта работа обросла ангелочками и благополучно прилетела к финишу. Дизайн очень душевный и праздничный. Обязательно оформлю его в рамку к следующему Новому году. Ну, возможно, и раньше. Обязательно покажу вам. А теперь нас ждет следующий процесс. Наконец-то дождались. 10 января, и я снова вернулась к базарному дню. Так, вышивать на выделенной области я буду вот такого дедулю с клеткой в виде корзины плетеной с голубями. Вот там сидят голубчики.
Появились первые признаки переноски. Уже и признаки голубей самого хозяина появились. Еще день принес нам почти завершение участка, полного единичек и закрепок. Вот и готов следующий персонаж – ловец птиц. Ну как готов? На полголовы? А голова предмет темный, исследованию не подлежит. Итак, скажем, не готов персонаж, а показался новый персонаж – ловец птиц. У него тоже бойкая торговля сегодня, ведь помимо крупной птицы, гусей, уток, кур, а также подчас совершенно несъедобных, хотя и красивых своим оперением, павлинов и лебедей, служивших украшением пиршественного стола, люди Средневековья не брезговали и всевозможной птичьей мелочью. Ловили и употребляли в пищу голубей, куропаток, перепелов, скворцов, дроздов и горлиц, а то даже и соловьев. Птиц ловили самыми различными способами, в том числе и на птичий клей, которым смазывали веточки деревьев в местах кормления птиц. Делали такой клей из ягод амеллы. Мелких птиц продавали на рынках прямо в оперении, и часто даже живыми, связанными за лапками, десятками и дюжинами. Готовить их рекомендовалось следующим образом. Обработанные тушки немного отварить, затем насадить цепочкой на вертел поперек тушек, натерев предварительно оливковым маслом или свиным салом. Подрумяненные тушки следовало выкладывать на блюдо и посыпать мелкой солью, а также, начинив их сыром, запекать в пирогах в качестве начинки вместе с мускатным орехом, кусочками свиного сала и сосновыми орешками. Естественно, что птиц для таких вот блюд требовалось очень много. Так что профессия птицелова в средние века, как в самом их начале, так и на закате, была очень даже востребованной, хотя и требовала немалых навыков. Вот такой у нас персонаж, но идем дальше. Так, ловец птиц у нас частично вышит. Далее идет у нас торговое оборудование, рука продавца и ограждение фонтана. Давно мы с вами не проверяли участки на сложность вышивки. Вот сейчас посмотрим. Вот обратите внимание, сколько единичек предстоит вышить. Все, двушки пошли. Двушек немного. Трешки, четырешки. Пятерочек много. Шестерочек чуть-чуть, семерки. Так, а теперь самый крупный по содержанию крестиков символ. Так, листаем, листаем очень много сороковушек. Вот 67 крестиков. На данный момент хорошо определилось ограждение фонтана и женская ручка для тех, конечно, кто знает, что она там. И на сегодня моя работа выглядит вот так. По-прежнему кованые элементы ограждения фонтана лидируют по сложности вышивки. Как я говорила в прошлом выпуске, ограждение – это смесь всех цветов и оттенков. Светлая часть металлических элементов по-прежнему состоит из всевозможных светлых красок нитей, темная – темных. Но результат, друзья, стоит усилий и времени, необходимого для создания такой красоты. Пока дополнительных процессов не предвидится, так что займусь вплотную торговой площадью. А вы, друзья, продолжайте следить за базаром. Не хватает пива и чипсов. Осталось для любителей математики озвучить эту красоту в цифрах. В общей сложности вышито уже 27,3% картины. В крестиках это составляет 94 450. За 6 дней мне удалось вышить 4450 крестиков.
И не забываем, что ангелочки принесли нам тоже 10 тысяч крестиков, так что результат хороший. И впереди нас ждут еще 252 тысячи крестиков базарных. Итак, достижения обозначены, результаты продемонстрированы, впечатления озвучены. Вот мы и подошли с вами ко второй части видео. Спасибо, друзья, за ваши просмотры, подписку, лайки и комментарии. А теперь настраиваемся на нужный лад и отправляемся в путешествие по древнему миру. Свет из Гипербореи. За 3 десятилетия до нашей эры в Римской империи из официального пантеона богов неожиданно выдвинулся один, далеко не самый приметный и могущественный. После того, как римляне отождествили своих абстрактных богов с человекоподобными греческими, Юпитера с Зевсом, Марса с Аресом, Венеру с Афродитой, не для всех нашелся эквивалент на местной почве. Аполлон, бог солнца и света, покровитель поэтов и музыкантов, сохранил прежнее имя, с каким и прибыл извне. Выдвинуться ему помог не случай и не божественные силы, а вполне реальный, облеченный императорской властью человек Август Октавиан. Аполлон был официально объявлен покровителем императора и всего его рода. Божеству воздавались неслыханные почести. Последний из Юлиев достиг всех мыслимых вершин и теперь благодарил небесного патрона за оказанное содействие. Классический образ юного красавца, покровителя изящных искусств, прочно вошел в наше сознание. Многовековая обкатка образа, аллитературивание его бесчисленными поздними мифами, сказаниями и письменными произведениями – все это дало свой результат. А каким был первоначальный облик божества? Древнегреческий язык не позволяет раскрыть значение имени Аполлон. Не забираясь в другие части света, попытаемся проанализировать то, что нам известно в Древней Европе. Но прежде необходимо точно определить время и место действия. Итак, 16-12 века до нашей эры. Время расцвета Микенского царства и господства ахейцев в Средиземноморье. Ахейцы пришли с севера в 21 веке до нашей эры, вытеснив коренное население Пелопоннеса в Малую Азию. Уйдут ахейцы после нашествия в XII-XI веках до нашей эры опять-таки с севера племен дарийцев. Место действия – Подунавье, Балканы, Северное Причерноморье, Малая Азия, а также Эгеида и Пелопоннес. Почти тысячелетие жизни ахейцев на Балканском полуострове не было мирным. И что интересно, в памяти микенских греков Аполлон предстает не только чуждым богом, но и великим губителем. Приходит этот губитель вовсе не с востока, из Малой Азии, а с севера. Надо заметить, что направление это вообще характерно для экспансии на полуостров. Античная Греция и ее культура складывались в длительной борьбе многих народов. Ученые считают, что распространение культа Аполлона наглядно показывает направление вторжения северных племен в Грецию. При этом областью зарождения культа считается Средний Дунай. Именно из тех краев в период позднебронзового века двинулись на Балканы и в Малую Азию воинственные племена, связываемые с археологической восточной культурой курганных погребений. На время похода они объединяются с жившими по соседству в причерноморских степях племенами сколотов. В ранний период своего существования на Балканах и в Средиземноморье Аполлон далек от классического эллинистического типа. Для архаического Аполлона характерно наличие растительных форм, близость к пастушеству и земле. Одновременно он демон смерти и убийства, освященных ритуалом человеческих жертвоприношений. Аполлон еще не укладывается в олимпийскую иерархию чинов. Он открыто соперничает с самим Зевсом. Даже в гомеровские времена Аполлон своим появлением на Олимпе все еще внушает ужас богам. И в 8 веке до нашей эры он продолжает восприниматься чужаком. Можно сделать вывод, что даже за 6-7 веков пребывания в этих краях он не стал еще окончательно своим, не влился безболезненно в чужую семью.
как это было с богами, заимствованными мирным путем. По греческой мифологии Аполлон – сын богини Лето, брат Артемиды. Но, возможно, его мать Лето – уроженка Греции? Нет, и она на этой земле гостья. Иногда пытаются найти корни Лето непосредственно в Малой Азии, связывая ее имя с лидийским Лада, что означает «жена», «мать». Но при более глубоком рассмотрении связь эта оказывается вторичной, истоки культа на севере. Аполлон, родившись на острове Делос, ежегодно на зиму отправляется в северные страны. Там он хранит свои стрелы, там живут племена, особо его почитающие. Традиция считать гиперборейцев несуществующим мифическим народом под натиском фактов давно канула в прошлое. Причем оказались гипербореи значительно ближе к Средиземноморью, чем это представлялось ранее. И они не забывали своего кумира. Ежегодно доставляли на остров Делос к алтарю Аполлона священные дары, завернутые в пшеничную солому. Академик Рыбаков проследил путь этих даров и установил, что они поступали из мест расселения прославян и их ближайших соседей – балтов. Проводя параллель между богинями Лето, Артемидой и славянскими богинями-рожаницами, Рыбаков утверждает, связь Лето с Северной Ладой не подлежит сомнению. Итак, Лето и Артемида искусно срослись с раскидистым древом греческой мифологии, обросли до неузнаваемости литературной плотью. Но кто же все-таки Аполлон? Многочисленные попытки объяснить сходство культов различных богов в Европе делались всегда в одном направлении. Мифы распространялись из античного мира на север. Так сказывался огромный авторитет греческой мифологии. Но с неизбежностью такие попытки заводили исследователей в тупик. Позднее влияние аполлоновских мифов на северных соседей, несомненно, было. Однако для второй половины второго тысячелетия до нашей эры говорить о нем не приходится. В расшифрованных критомикенских надписях Аполлона нет. Для того, чтобы в очередной раз не оказаться перед неразрешимой загадкой, наверное, имеет смысл следовать по пути распространения культа Лада-Лето. Первоначальные функции Аполлона дают почву для интересных рассуждений. Это бог, связанный с небом и солнцем. Стрелы его – жаркие лучи, которыми он губит посевы. Одновременно Аполлон – пастух и земледелец, которому приносят в жертву первые ростки различных растений. Так почему бы не сравнить его с тем, с кем на славянской почве связана идея неба, солнца, плодородия, ритуальных костров в день летнего солнцестояния? Со славянским Купалой. Может быть, напрасно мы принимаем Купалу за простую куклу, которую хоронят каждый год. Корни Купалы пока не ясны. Лишь прочность традиций, археологические находки древнейших культовых кострищ, связь с землей и пастушеством позволяют судить о его глубокой архаичности. Вспомним, мать Аполлона Лето, сестра Артемида. Но и Купале Лада приходится матерью, ведь она мать-рожаница всего сущего, в том числе и богов, следовательно, Леля его сестра. Дары Гипербореи всегда завернуты в пшеничную солому, из соломы и чучела Купалы. Во время июньских празднеств Аполлона, как пишет Лосев в своей античной мифологии, приносились человеческие жертвы. Мужчину и женщину, увешав гирляндами, гнали вокруг города, а потом сжигали. И у прославян засвидетельствовано сжигание двух кукол, мужской и женской. В древних кострищах найдены человеческие кости. Не исключено, что кукла – отголосок реальных человеческих жертвоприношений. Об этом свидетельствуют и песни, сопровождающие похороны Купалы. Аполлон каждый год отправляется на север в колеснице, влекомой лебедями, ритуальными птицами, связанными с водой. И сам он рожден посреди воды на плавучем острове. Вместе с тем Аполлон олицетворяет собой бессмертный огонь. Таким огнем у славян назывался ритуальный огонь, добываемый трением специально для культовых празднеств.
В ночь на Купалу огонь вступал в противоборство с водой. Зажженные на кострах обрядовые огненные колеса спускались под откос в реку. Интересен и мотив лебедей. В землях сколотов археологи нашли у огромных кострищ вырезанные в земле лебединые фигуры. Внешне Аполлон выглядит варваром. Гомер постоянно подчеркивает не стригущий волосов длиннокудрый. Это не просто деталь, а характерная черта в описаниях северных варваров греческими, а позже и римскими авторами. Спутник Аполлона – волк, а сам он ликийский, то есть волчий, превращающийся в волка. А ведь волк-оборотень – заметный персонаж славянской мифологии, доживший в сказках до наших дней. Аполлон и Купала вечно молоды, как молоды их поклонники, участвующие в игрищах. И там и здесь важна роль девушек. Гиперборейки специально прибывают издалека на Делос для участия в Аполлоновых торжествах. На Купалу девушки разжигают костры, ходят по полю с факелами, поют. Сходна светоносность Аполлона и Купалы. Она в двойственности поклонения Солнцу. Оба являются божествами Солнца и света, но непосредственно небесное светило не олицетворяют. Для этого есть, соответственно, Гелиос и Хорс. Для Купалы характерны темы целебных трав, скота, угадывания и розыска кладов, змей. И Аполлон – целитель, пастух, гадатель, змееборец. Он убивает чудовищного Пифона. И близнечный миф не чужд обоим. Аполлон и Артемида – близнецы. В купальской теме хорошо известны брат и сестра-близнецы Иван да Марья. Далеко не случайно даже то, что Аполлон и Артемида – оба стреловержцы и луконосцы. Именно такими искусными лучниками видели варваров-северян древние обитатели Греции. Аполлон – покровитель поэтов и музыкантов. От античных авторов мы знаем, что варвары слагали свои законы в виде песен, чтобы они не забывались, чтобы удобнее было передавать их из поколения в поколение, ведь письменность была им неизвестна. Слагались племенные предания, обрядовые песнопения, эпические произведения. Более поздние из них былины, читавшиеся нараспев, знакомые нам. Бог таких варваров, естественно, представал покровителем народных певцов, а затем превратился в покровителя поэтов и музыкантов вообще. Так откуда же пришел Аполлон в Грецию, с севера или с востока? Для того, чтобы выяснить это, необходимо перейти от богов к людям, к народам, пронесшим своих кумиров через пространство и время. В Северном Причерноморье середины второго тысячелетия до нашей эры жили сколоты, но история сколотов значительно древнее. Вспомним про воинственные северные племена, культуры курганных погребений. И если прославяне Подунавья шли, судя по всему, на Балканский полуостров с севера, то их сородичи, обитавшие восточнее, продвигались в том же направлении в Малую Азию. В принадлежности сколотов к прославянам сомневаться не приходится. На юг с одной обширной прародины вели два пути. Значит, существовали два основных направления проникновения в Средиземноморье прославян, а с ними и культов их богов. При таком объяснении проблемы, откуда пришли в Грецию чуждые боги с севера или с востока, из Подунавья или из Малой Азии, становится ясно с обеих сторон и примерно в одно время, во второй половине второго тысячелетия до нашей эры. Конечно, это не было великим переселением народов. Основная масса прославян оставалась на родине, но наиболее подвижная прослойка устремлялась в оживленные и богатые приморские области. Процесс, характерный для всех индоевропейских народов того времени. По всей видимости, носителями культа божества Капола, сохранившего в себе основные черты покровителя пастухов и земледельцев, была племенная молодежь. По Рыбакову исходная точка многообразного облика Аполлона связана со скотоводческой пастушеской средой. Молодые воины-пастухи двигались на юг, вовлекая в это движение племенную молодежь других народов.
Возможно, и сами они были вовлечены в это движение в качестве составной части. Оседая на новых землях, пришельцы постепенно смешивались с местным населением, привнося при этом элементы своей культуры. Что же двигало переселенцами? Почему они отрывались от своего народа и устремлялись в далекие края? Сама жизнь в те времена мыслилась бесконечным медленным движением. В середине второго тысячелетия до нашей эры закончилось расселение по Европе кочевых пастушеских племен, в том числе и прославянских. Последними были прочно заняты, включая промежуточные территории, земли Подунавья, бассейны Одера, Вислы, Днепра, а также Северное Причерноморье. Благодаря длительным контактам древних индоевропейцев, еще не успевших обособиться друг от друга, земли к югу не были неведомыми. В то же время резкое увеличение численности племени, связанное с началом оседлого образа жизни и ростом материального благополучия, заставляло отправлять часть молодежи на новые места жительства. Для тех, кто остался на прародине, Капула по-прежнему был мирным богом, отвечающим за плодородие, скот, благосостояние и солнечный свет. Со временем он вытесняется в сознании людей на второй план более могущественными богами, теряет многие свои качества и превращается в обрядовую сжигаемую куклу. С приходом христианства к его имени добавляют привнесенное имя, и он становится знакомым нам Иваном Купалой. У бога-переселенцев иной путь. Чужие божества теряли свои функции, приобретали новые, или же совмещали те и другие. Видимо, так случилось и с Капула, знаменем переселенцев. Для них самих он оставался добрым богом, заботящимся о благосостоянии и здоровье, и одновременно он же, как бог-воин, вел их в поход. Для племен, подвергшихся нападению с севера, Капула был тем самым губителем, каким запомнился микенским грекам. Но прошли сотни лет, и в сознании потомков аборигенов и переселенцев уже формируется нечто обобщенное – Аполло, который и губитель, и целитель, и свой, и чужак. Память выковала странный, необъяснимый с точки зрения местной эволюции образ. Усиливается он и тем, что одновременно идет с востока, из Малой Азии. Отдельные Капула, пришедшие с родины разными путями, сливаются в Средиземноморье в единого многофункционального бога, который в течение веков переносит основательную творческую обработку в условиях расцвета мифотворчества и культуры в целом и становится знакомым нам Аполлоном. Еще до этого он прибывает вместе с Энеем в Северную Италию, где он вовсе не чужак, но и не совсем свой. Проходит тысячелетия, Аполлон поднимается вверх по ступенькам и, наконец, занимает одно из ведущих мест в пантеоне богов могущественной Римской империи. Спасибо за внимание. Ставьте лайки, если вам было интересно. На сегодня у меня все. Всего вам доброго. Пока-пока.